После нашего столкновения с Крампусом мы немного впали в уныние. Акил пострадал, мы почти что прибегли к уничтожению друг друга. Но навстречу с этой зеленкой, так я и Костя прозвали Дриаду, мы все же пошли. Особо много она не сказала, только лишь то, что клинок этот был оружием Крампуса, и им же можно его запечатать. А вот как отобрать его, как-то не помогла, но дала нам 2 бутылочки. «Возьмите, тут живая и мертвая вода, она пригодится. А ты…» Она повернулась к Косте. «Ты некромант, дай слово, что после оставишь нас в покое». И так еще гордо вскинула копной зеленых волос. «Минуточку, леди!» Костя насупился. «Каким же это образом я вам мешал, а? Я вас не трогал, природу не губил. 1 раз только вчера, и то, чтобы яра спасти. А иначе стихия его бы и сожрала. Какие претензии?» Он явно яростно был возмущен. «Вот именно, пусть сам бы и выбирался, а ты взял и оставил ожог». Она блестела на него глазами. «Ага, а потом бы вы что делали? Он же, сука, стихийник, много веков такого не было, он вам в помощь, блядь!» Костя орал уже и приблизился к дамочке. «Стой, где стоишь!» Она зашипела. «А то что?» Он не сдавался. «Я тебя укушу!» «Да, грозная, блин!» «О, великая угроза! Рискни здоровьем, дура зеленая!» «Хамло!» И чем больше они ругались, тем меньше она была зеленой. Она словно превращалась в обычную девушку. «Народ!» Я попытался привлечь их внимание, так как между ними уже искрили молнии. Но, видимо, меня никто не слышал. «От кикиморы слышу!» Костя не сбавлял обороты. «Ах ты! Научись различать нас, она ведьма, а я дух!» Ее руки сжимались в кулаки. «Так пусть тебя сдует к духам обратно!» Он тоже сжал кулаки. Она хотела еще что-то ему ответить, как в них разрядом долбануло теми самыми молниями. Они отлетели друг от друга. Я даже испугался, но увидел, что они сели. «Я хотел вам сказать, но вы так кричали!» Я как-то потупил голову. Да, был бы Акил или Мир рядом, они бы их тормознули. Но именно сегодня они остались дома помогать Ба и деду. «Какого?» Это взвигнула Дриада, она была похожа на самую обычную девушку лет так 18, весьма красивую. «Это еще что за хрень?» Костя был прежним, только вот теперь на его руках красовались новые руны, элементарии. «Я так понимаю, что-то случилось?» Глупо было спрашивать то, что было очевидно, но я как-то ждал подробностей. Они смотрели друг на друга непонимающе. Потом Дриада призвала что-то, и возле нее вырос небольшой куст черных роз. «Не может этого быть, нет!» Она упала на колени и заплакала. Тебе, кстати, без зеленого вообще так нормас». Костя как-то виновато улыбнулся. «Ты чего плачешь-то, и что это было?» И мне тоже интересно. Я не отставал с вопросами. «Я слышал об этом, но такого не случалось больше 1000 лет». Она продолжала бы и дальше рыдать, если бы не еще одна зеленка, которая вышла просто из дерева. «Госпожа...» Наша Дриада склонила голову. Что это еще за средние века и поклонение? «Встань, Диша!» Голос был таким теплым, как мох. Ой, чего это я? «Не пугайся, просто ты и некромант теперь связаны. Люкс ин тенебрис, свет во мгле, амор каекус, любовь слепа». Она произнесла, и я не понял, Костя тоже. Дриада зарыдала. «Нет, он же некромант, как нам разорвать это?» Она показала ладони, а там теперь руны, как и у Кости. «А вот вы тут говорили что-то не по-нашему, что это значит?»
Я правда не знал, как правильно обращаться, но что-то мне это не понравилось. Это их дело, Ярослав, не переживай. Она мягко улыбнулась. Так, прошу прощения, но я тоже не понял. Костя сильно был раздражен. Некромант, я думаю, что тебе и Дише стоит это обсудить самим. Она даже улыбнулась. Да мы с ней даже спокойно поговорить не можем. Костя был в ступоре. Некромант, судьба никогда не ошибается. Она откланялась и ушла. Мы с Костей уставились на Дишу, может быть, она чего пояснит? Девушка долго смотрела на себя. Как я понял, силы у нее остались, а вот внешность стала другой. Она зачем-то уколола палец, а оттуда пошла кровь, она заплакала еще сильнее. Больно, что ли, хотя сама же себя уколола. Странно все это, и она тоже странная. Может, тебе помочь? Костя присел рядом с ней. Нет. Она с вызовом посмотрела на него. Слушай, я не собираюсь с тобой снова тут сраться в пух и прах. Что произошло, я не понял ни хрена. Но если ты расскажешь, мы вместе избавимся от этой проблемы. Поэтому мы можем просто помочь друг другу. Он сказал это холодно, видно, что сдерживается. Я не готова это произносить. Правда, проблема у меня есть. Она оглядела себя. Я теперь тоже человек, только как и вы, с способностями. Ей давалось тяжело признавать это, как будто быть человеком так плохо. «Я правильно понимаю, что теперь и дома у тебя нет?» Костя был как-то взволнован. Естественно нет, откуда ему взяться-то среди людей? Она смотрела и ворчала на него, как будто он тупица. «Хватит, может, уже выпрыгивать или останешься на улице?» Костя всем видом дал понять, что ей стоит угомониться. Судя по тому, что намечался еще один скандал, то я решил вмешаться. «Ребят, а может, начнем решать проблемы?» Осторожно так предложил я, а то еще и на меня спустят свои нервы. «Да, ты прав, Яр, Диша может пока что пожить у меня». Потом он как-то посмотрел себе на ноги и добавил. «Яр, ты не против, если я у тебя буду ночевать?» «Не вопрос, отцу скажу, что у тебя родственница дальняя приехала». Они оба закивали, как дети, ей-богу. «Сейчас предлагаю обсудить нашу проблему, как Крампус, а потом уже и вот это». Он указал на схожие руны. «Согласен, но нам нужны Акил и Мир». «Да, тогда, думаю, стоит отправиться домой, поесть, уж тогда и поговорим с ними». Костя печально вздохнул. До дома мы шли молча, даже как-то напряженно, что ли. Костя и Диша поглядывали друг на друга, а мне вот больше было интересно, что же такого сказала ей эта госпожа. Но, как я уже убедился, отвечать нам Диша не хотела. Когда мы пришли к Косте, то ба с дедом и наших фамильяров не было еще. У них там были какие-то грандиозные планы, поэтому волнение немного отступило. Просто, как я понял, домой Костя никого еще не приводил, хотя он и не собирался скрывать, кто это. Но чувствовал он себя, вероятно, некомфортно. «Слушай, Диша, я думаю, что тебе стоит переодеться». Костя осмотрел ее с ног до головы. А чем тебя не устраивает мой вид? Она вскинула бровь и копну своих волос. Кстати, они так и остались зелеными. «Ну, твоем платье будет не очень удобным». Ой, а Костя-то покраснел. О, я как-то не подумала, но мне нечего надеть больше. Она как-то даже грустно посмотрела. Ну, тут, кстати, я могу помочь, когда Мир придет. Он мне много вещей сделал из тканей. Мир на самом деле был в этом просто оригинален. Из множества старого шматья и тряпья он делал мне вещи и менял их цвет и еще много чего мог, превращая все старое в прекрасно новое. Я бы не отказалась от помощи. Она улыбнулась и от радости чмокнула меня в щечку. «Эй, красотка, полегче, ему еще мало годиков!» Как-то с усмешкой фыркнул Костя. Я по-дружески, как младшему брату. Она так улыбнулась, хищно, что ли. А ты что, к детям ревнуешь?
и взглянула так дерзко. «Ага, как же. Прости, милая, но у меня уже есть свои проблемы. Поэтому с тобой в такие игры я не играю». Он тоже не сдавался, со стороны это выглядело вообще забавно. «Мамочка и папочка, ребенок напоминает про Крампуса». Я откровенно ржал над ними. «Яр, вот ты вообще на чьей стороне, а?» Костя смерил меня пронзительным взглядом. «А он не дурак, вот и все. Ох и язва она, а не дриада». И только я хотел объяснить этим двоим о моей детской психике, как домой вернулись ба с дедом. Слава богу, а то я этих двоих не выдержу. Они прошли и сначала замерли. Ну да, я бы тоже. Девушка с зелеными волосами в зеленом платье, это они еще до этого не видели ее. Акил так вообще встал в ступор, а потом, разглядев Костю и Дишу, что-то шепнул Миру, и они как захохотали, словно перед ними клоуны были. «Ой, у нас гости!» Ба нарушила молчание, поняв, наверное, что оно неприлично затянулось. «Здравствуйте!» Диша не знала, наверное, как себя вести, даже покраснела. «Ха-ха, Костя, ты бы предупреждал!» Дед хохотнул по-доброму. «Это непредвиденное обстоятельство, и она, в общем, дряда». Как-то он так неуверенно бормотал. «Да я не собиралась, но теперь вот пришлось». Да, они с Костей тормозной жидкости, видимо, выпили. «Ой, небось голодненькие». Бабушка пошла на кухню, а Акил с Миром вроде приходили в себя от дикого смеха. «Ну шо, готовьтесь пить чай, ребятня». Дед улыбнулся и пошел на кухню помогать. «Акил, ты чего ржешь?» Костя нахмурил брови. «Я, Косточка, все в жизни видел, а вот тебя с невестой еще нет, еще и с дриадой». И они с новой силой откровенно начали с Миром ржать. «Что, с кем ты пирожков объелся?» Костя стоял таким ошарашенным, так его еще ничего не выводило из себя. «Скажи, что он хрень несет!» Это он уже смотрел на Дишу, которая опустила голову вниз. «Он не соврал!» Она всхлипнула, но потом тут же собрала себя в руки. «Но это ничего не меняет, мы разорвем эти узы». «А как это вообще получится-то?» Пока Костя не мог связать и двух слов, сдувая и надувая щеки от возмущения. Акил немного успокоился. Мы ругались очень сильно, и вот нас ударило». Она развела руками в сторону. «О, так это сама госпожа вас сосватала? Дайте-ка я угадаю, вы ссорились, оскорбляли, злость проходила изнутри, но в подсознании каждый хотел показать, что он особенный. А еще вы смотрели в глаза, и хотелось утонуть во взгляде своего противника». Акил перечислил все так, как будто он там был. «Да». Хором отозвались Костя и Диша. «Ой, Косточка, не могу. Ну и поздравляю, конечно». Акил так со смешком подначивал его. «Это ненадолго, я разорву эту связь», он так задумчиво произнес. «А вот и не сможешь». Акил явно получал удовольствие от того, что происходило. «Почему?» Снова хором ответила эта парочка. Ой, не могу. «Ваша энергия совместима. Вы идеально подходите друг другу. Зачем идти против?» Нет, он откровенно ржал. Так, все давайте обсудим лучше нашу основную проблему. Я, конечно, все понимаю, дела амурные, но у нас еще черт на хвосте. В комнату вошла Ба и позвала всех пить чай. Пока мы спорили и обсуждали, как лучше всего найти Крампуса и отобрать нож, и не попасться на его иллюзиях, Мир творил наряды для Диши. Девушка переоделась, и мы офигели от такого. Диша была в темных джинсах, майке и сверху рубашка. «Спасибо, Мир, ты просто чудо! А как удобно!» Она погладила его по макушке. Размер ноги у нее был маленький, да и ростом она была невысокая.
поэтому мой 37-й размер ноги был ей в самый раз. Я дал ей свои кроссовки. Ребят, что будем делать с Крампусом? Я посмотрел на них. Нам нужно найти его логово. Она так тяжело вздохнула. Это проблема? Костя, видимо, заметил. Да, там мертвая холодная земля, моя сила там бесполезна. Я только могу проводить вас туда. Стой, ты же теперь половина косточки. Акил обвел взглядом всех. А это значит, что вы должны пройти единение души. Тогда ваши силы объединятся, и ты сможешь быть огненной водой, а косточка сможет оживить мертвый ветер. И, ко всему прочему, Яр с миром атакуют стихиями. Он говорил так, как будто мы просто идем играть в песочницу. Нет, этого я не сделаю. Диша, как ошпаренная, встала подальше от Кости. То есть победить не входит в твои планы? Акил был очень убедителен. А что за единение? Костя решил все же его послушать. То, что, Косточка, мужем станешь. Акил усмехнулся. Ага, да, смотрите, вон, бегу уже и спотыкаюсь. Вы как дети, честное слово. Вы что, не понимаете? Ладно, Косточка, дриады должны вообще-то помнить кое-что. Он посмотрел на дриаду. А нам-то никто рассказать не хочет? Я как-то даже огорчился. Почти 800 лет назад. Тогда еще я даже не появился. Крампус появился из последнего круга преисподней. Злой и жадный черт, что уничтожает холодным ветром и заставляет иллюзией убивать друг друга. Дриады, как и другие существа, боролись с ним, но все проиграли. Против иллюзии ничего нельзя было сделать. У него в помощниках был очень сильный некромант. Ты еще не достиг такого уровня, к сожалению. Он был не просто некромантом, он был мертв. Он убил себя и восстал, а это значит, что он был просто непобедим. Но случилось то, чего не ожидал никто. В отличие от других умерщвлений, он запечатал свою душу в глазах. Оттуда, кстати, и пошло выражение «глаза – отражение души». Так вот, Крампус хотел отобрать силу у всех, и первой ему попалась дриада, которая только-только распустилась в первом подснежнике на горе. Когда он велел некроманту отобрать ее силу, то сам не знал, что получится. Некромант и дриада долго смотрели в глаза друг другу, желая побороть. Вокруг них Крампус создал сосуд. Он верил в своего помощника. Сосуд превратился в клинок, чего не ожидал никто. Но черту это было на руку. Он добавил туда своей силы и сделал его поглотителем. Поэтому, можно сказать, сам и создал. Дриада и некромант боролись больше месяца. Силы были на исходе. Крампус ждал очень терпеливо. И когда из глаз дриады упали первые слезы, они тут же превратились в бездушные камни, алмазы, и упали на нож. Последнее живое, что было в некроманте, это его душа, которая была ранена блеском души, и они просто соединили свою энергию жизни и смерти и направили на Крампуса. Он не смог противостоять, так как клинок он сделал сам, и он стал его погибелью. А жертва двух разных энергий во спасение других сделала его замком, что запер его навечно. Некромант впервые пожалел, что он мертв, и понимал, что дриада не сможет быть с ним. Поэтому он унес в забытие Крампуса, пожертвовав собой, но дав жизнь той, которая ранила его душу. А последнее, что он сказал, что только некромант может открыть ключ. И ушел навсегда. Диша всхлипнула. Да, вот тебе и любовные романы фэнтези. И поверьте мне, если вас объединили души, то это не просто так.
Это была госпожа. Госпожа. Диша склонила голову. Диша, ты некромант, так похожа на нас с Владом. О, вот оно что. Вам стоит решить, иначе погибнет все. Времени осталось мало, поэтому я жду. Она легко проплыла по комнате. А потом на развод подать можно? Костя нервно усмехнулся. Я думаю, что потом вы сами все решите. Лично мне показалось, что она чего-то не договаривает. И я правильно понял, что вы и есть та самая Дриада? А что, мне вот было интересно, если все так, то что они так Костю ненавидят? Да, стихийник, и я уже знаю твой вопрос. Мы всегда боимся, что некроманты решат освободить Крампуса, но их обычно уничтожают сразу, по рождению. А тут живой некромант, да еще и полностью обращенный. И как видишь, не желая этого, это случилось. Госпожа тяжело вздохнула. Ясно, хотя, знаете, вы могли просто об этом сказать. Костя был раздражен. Да, в этом наша вина. Так что вы решили? Она смотрела на них и явно уже знала ответ. Я думаю, нам придется. Костя выдохнул, как будто его умирать вели. Я согласна. Диша тоже не казалась счастливой. Только вот как это поможет? А вот это уже я. Если они смогут объединиться, то их силы с твоей помощью хватит его запечатать. Она присела на кровать. А как насчет уничтожить совсем? От слова навсегда. Костя был упрям и в своем репертуаре. Это невозможно, ведь он не сотворение или проклятие, он дитя самого ада. Это не обрадовало нас. Ладно, давайте уже свою свадебку. Костя выдохнул тяжело. Ой, у кого свадьбушка-то? Ба, как оказалось, стояла тут, а мы не заметили. И как я уже говорил, Костя сделал так, чтобы она и дед могли видеть все, что происходит, и всех. У меня, блин. Костя был не рад. Внучек, ой, а что же ты не сказал-то? Она так просияла от счастья. Это у меня и внуки будут, да? Что? Ба, нет, это просто... так надо. Он замахал руками, как в глупом мультике. Ой, Костенька, ну что ты прям так сполошился? Я же шучу. Не, все же ба у него классная. Прям как моя. Как же мне не хватает ее. Но только бы мы начали приступать к подготовке, как пришла она. Холодная девушка, что была ни врагом, ни другом. Смерть. Привет. Костя как дурак расплылся в нервной улыбке. Здравствуй, некромант, я пришла, так как увидела в своем списке то, чего там не было много лет. Она протянула ему список и как-то косо посмотрела на Дриад. Эх, как хорошо, что я ребенок, и мне такие проблемы с девушками, особенно с такими, еще долго не грозят. Меня и Костины фанатки достали, но если в школе или дворе просто девчонки, то эти еще и опасные, особенно вторая. Но он пуст. Костя с непониманием посмотрел на нее. Вот именно. Она, как всегда, холодно отчеканила. А я при чем? Костя явно не понимал. То, что ты хочешь сделать, погубит все живое. Она была серьезна и зла. Позволь мне. Акил взял из рук Кости свиток, долго смотрел на него, хмурился. А потом его глаза стали большими, как блюдца. Я дико извиняюсь, но вы ведь зачем? Он смотрел на смерть. А я вот не понимаю. Я был как-то не сторонник ссор, но судя по взгляду Акилу и то, как она вздрогнула, да, сам в шоке, что она вздрогнула, что-то тут не так снова. Это не тебе решать, фамильяр, твое дело помогать. Сказала, как ножом резанула мои уши.
Но ты же специально. Акил стоял на своем. Какого хрена, блядь? Костя от злости совсем забыл, что Ба тут, и я еще тоже тут. Нет, маты я от него слышал, но вот у Ба лицо вытянулось. Некромант, ты не можешь с ней объединиться. Она сделала шаг в его сторону. Это потому, что ты так хочешь? Я встал на сторону Акила, мир тоже подошел к нам. Стихийник, ты еще мальчишка, но я могу очень быстро тебя убрать. И она шипела. Да ладно, у этой дамы есть эмоции? Хватит, ты что творишь? Костя подошел к ней. Ты можешь хоть раз просто сказать? Или что, снова считаешь меня недостойным жизни? Он был явно задет ее словами. Мы можем поговорить одни? Она вскинула руками и сняла капюшон. Первое. Это у меня шок. Да она как с картинки, хотя я ставлю на Дриаду, та хоть живая. Второе. Эта дамочка всегда хотела его смерти, но тут они обе отличались. Вообще его смерти хотят все, а он вообще-то некромант, и как бы смерть даже с таким кукольным лицом его явно не пугала, как и дама с зелеными волосами. Но и самый главный пункт, она явно пыталась отговорить и обмануть, а вот это уже нехорошо. Нет, хватит с меня тайн, Маргарита, ты сходишь с ума. Офигеть, у нее есть имя. Так, стоп, откуда он знает? Маргарита? Хором переспросили вообще все. Упс, сори, я нечаянно. Костя поднял руки, как будто сдается. Это не важно, мое имя им ничего не дает, хотя так меня осмелился только ты назвать. Она повела бровью, как мультяшка, блин. Костя, а как ты узнал ее имя? Акил прищурился на него. Так, сегодня, видимо, надо много чаю. Ба удалилась на кухню и вытолкнула опешившего деда. Вопрос тот же, я тоже вот хотел знать. Чувствую, с ними в своем еще таком наивном возрасте я, блин, постарею. Это не так сложно. Смерть, как и любая высшая материя, неубиваема. Даже любое существо можно убить, но саму суть жизни нельзя. Но как мы все знаем, что она видится всем по-разному. А все потому, что сама по себе смерть – это проклятие, данное тем, кто был проклят при жизни, за нелюбовь к жизни или же за любовь, которая могла привести к смерти. Так вот, кто любит читать и помнит Мастера и Маргариту, то там, помнится, она не хотела жить и продала душу самому дьяволу, чтобы быть с Мастером. Но проблема в том, что он был невинной душой, а она стала ведьмой. Она собрала много грехов, потому довела самого Булгакова являться ему во снах. Рассказав вот такую историю своей любви, как мы знаем, она стала популярна. А вот сама же Маргарита, в отличие от своей истории, не обрела покоя. Она хоть и была чиста, но имела неосторожность заключить сделку с дьяволом, как я уже сказал. Поэтому дьявол и Отец Всевышний решили дать ей эту ношу, чтобы она знала, что все имеет последствия, но и могла помогать тем, кто еще не должен был уйти, а мог исправить то, что привело бы его к смерти. Она карающий ангел, который либо дарует шанс, либо забирает жизнь. Так что это теперь еще одна дочь самой высшей материи, как смерть. Он так говорил, как будто это как дважды два. А я вот сейчас ничего не понял. Мне это казалось крахом, как я теперь буду читать о ней. А еще и фильм с бабулей смотрел, блин, стыдно как. Яр, просто забей, потом поймешь. Костя выдохнул. Марго, я не мастер и не игрушка. То ты приходишь и помогаешь, что хочешь убить, теперь обманываешь и угрожаешь. Хватит, решила убить, так давай. Он просто сел на пол. Косточка, ты что творишь? Она же может… Акил явно был испуган. Да хватит уже! Костя заорал. Я устал постоянно идти на ее уловки. Приходит, говорит, уходит. Все как ей надо.
Хватит! Вон пусть берет дриады и идут на Крампуса, а я покоиться буду. Хотя я думаю, мне она уготовит то, что явно не понравится. Но я думаю, создам уж ей проблем. Я, блядь, некромант. Он смотрел на всех. Но я, сука, не зло, вы слышите меня обе? Он смотрел на их обоих. Вы так решили только потому, что я черный? Уж простите. А почему, кстати, я некромант, а? Потому что без вас это решили. Вы достали меня хуже тех тварей, что приходится убивать. А я ведь мог ими завладеть и устроить вам такой, блядь, пиздец. Да, мисс Совершенство и мисс Природа? А чё притихли? Я же злой. Его несло все больше, но думаю, ему надо выговориться. А ты, я так понимаю, на свадьбу мою пришла? Так проходи, что встала-то? Или что? Теперь я буду нести угрозу еще больше? Ты даже на обман пошла. Он выплюнул им в лицо каждое слово и вышел на балкон курить. Да так, что стекла задрожали. Я слышал, как Ба аж тихо выругалась. Видимо, ей хотелось за него заступиться. Пока он курил, никто не проронил даже звука. Это напрягало. Но я его понимал. Он же не выбирал, каким родиться, и явно не хотел бы всего этого, как и я. Да, я не спорю, круто, что есть мир, что все вот так. Но я бы хотел прожить спокойно с мамой и папой. Но у нас с ним такая судьба. А такая она потому, что кто-то решил, что именно мы будем страдать. Но меня хотя бы не хотят уничтожить все поголовно. А вот Костю и Акила жалко. Так, я готов, приступаем. Костя зашел, но явно не успокоился еще. Некромант. Марго, ой, как непривычно-то. У меня есть имя. Он шикнул на нее. Костя, не надо, ты и так сможешь победить, я помогу. Она коснулась его плеча. И какой твой план? Он как-то уж очень дерзко ей говорил. Я еще не знаю, но мы найдем способ. Она явно не хотела его отпускать. Нет времени, ты однажды отказалась, теперь это произошло по другой причине. И когда он все успевает, и от чего она уже отказалась? Не замуж же звал? Прошу прощения. А это еще кто? В комнате замерцал свет яркий. Мы все насторожились, каждый, как в боевике, принялся атаковать, но появилась девушка. О, я ее знаю. Она из тех, что в белых мантиях сидели, со знаком красного дракона, кстати. Что вам нужно? Костя был не в духе. Я не к тебе, Костя, я к ней. Она указала на Марго. Я не подчиняюсь вам, светлейшая. Марго была явно не рада. Я знаю, но тебя просят прийти к твоей матери, ты не должна ему мешать. Он не может заменить его. Девушка печально опустила глаза. Я не хочу быть одна! Марго выкрикнула. Ты знаешь, что так должно быть, ты же убьешь его. Девушка была испуганной. Я тебя не прошу, так неправильно. Она ответила холодно и посмотрела на Костю. Правда, говорить никто не успел, нас унесло куда-то всех. А вот и гости. Смех был жутким и кого-то напоминал. Это же Крампус! Мы все как одни подскочили и встали рядом. Помните о том, что он владеет иллюзией? Госпожа сжала свои руки. Ярослав, пора! Костя посмотрел на меня и Мира, мы поняли его без слов. Полностью пустив в себя силы, я, Мир, Акил и Костя перевоплотились. Не успев ничего переговорить даже, нас начало засасывать в какую-то черную жижу. Эй, черт! Костя решил его подразнить, блин. Смелый некромант. Вкусно будет. Тот лишь расхохотался. А давай проверим, ты и я. Совсем умом поехал, что ли? Нет. Ты и мальчишка, а призом будут они. Он указал на дриад и смерть с Высшей. Ты не смеешь нас пленить, нечисть. Высшая не сдавалась. Это вы так решили? Я не собираюсь держать баланса.
Я сожру вас всех! И он снова расхохотался. Кажется, понятно, почему его связали с Рождеством в американских фильмах. Он раскинул свои когтистые руки. Весь болотно-зеленого цвета, огромные клыки, желтые глаза и язык, как у ящера. Он выглядел не так страшно, как всякие сущности. Из него вроде не ползли всякие насекомые, но я чувствовал свой страх. А такого давно не было. «Да будет так», — сказал Костя. Я с Миром стояли около Кости и Акила. Черт спрыгнул к нам в черную жижу, которая вмиг стала гореть вокруг нас. Крампус оскалился и начал создавать вокруг нас туман. Видимо, очередная иллюзия. Я приблизился к Косте. «Костя, ты уверен?» Честно скажу, умереть я не хотел. «Нет, но кажется, мы уже привыкли». Костя явно хотел меня подбодрить. Я создал защитное поле, мир его полностью укреплял. Акил и Костя собрали огонь между ними. «Ну давай, чертила, поехали!» Костя провел огонь по всему телу, как вдруг мы услышали крик. Это была Диша. Костя резко обернулся, она истекала кровью и была в ожогах. Ой, некромант, а я не сказал? Вы же теперь как одно целое. Почти. Только вот не объединились. И снова этот пронизывающий смех. Девушка была сильно ранена. «Некромант, забудь об этом, делай то, что нужно!» Она негромко сказала, но мы услышали. Марго побледнела еще сильнее. В ее глазах застыли слезы, а Высшая вместе с госпожой стали лечить девушку. Но это не помогало. И тут Костя отлетел. Крампус нанес ему удар хвостом. А, у него был хвост? Ах, некромант, мог бы присоединиться ко мне. Он ползал на четвереньках вокруг Кости. А теперь и Дриада умрет. Все, что происходило с Костей, било и по ней. Я с Миром соединили ветер и воду и ударили по Крампусу. Он завопил, да так, что все вокруг задрожало. Жаждешь умереть быстрее, щенок? Он сплюнул черную жижу изо рта. «После тебя, рогатый!» Я стал в атаку, а Мир в защиту. Костя разрывался между собой, атаковать или убить этим Дриаду, или же умереть самому. Но нет уверенности, что и она не умрет. Вечно этот сложный выбор. Высшая смотрела на Костю. «Некромант, ты должен ее забрать!» «Что? Нет, она же…» Я понял и без полного пояснения, но обдумать не мог. Этот чертила воспользовался моим невниманием и выпустил в меня огненный ком, и я улетел. Боль пронзила меня и Мира одновременно. Он тоже не мог держать оборону, а Крампус подходил к нам ближе. «Не смей!» Костя прохрипел черту. Давай, некромант, спаси мальчишку. Этот черт явно получал сейчас удовольствие от наших мучений. «Диша, прости меня!» Он смотрел на девушку и начал разгораться, как огромный пожар, и побежал на черта. Диша закричала, ее жгло по всему телу, как внутри, так и поверхностно. Она захлебывалась кровью, и ее крик перешел в вопль ужаса и боли. Костя с Акилом набросились на черта, словно это был кусок мяса, прожигая его и пытаясь достать до кинжала. Но он отбросил их одним взмахом. Хорошая попытка. Он вдохнул воздух и стал дуть. Все вокруг превращалось в лед, я стал сдерживать стихию. «Костя, поторопись, надолго меня не хватит!» Я крикнул и полностью сосредоточился на энергии, что пронизывало меня и Мира до боли. «Диша, прости, я не хотел!» Ему было больно за нее. «Давай, некромант, ты сможешь!» Высшая притянула его к девушке. Костя взял Дишу за руку, и Высшая что-то произнесла. Марго закричала, словно она обезумела, а госпожа просто приложила руку к Дриаде. Костя поцеловал ее, и Высшая произнесла: «Да будет так».
Костя и Диша встали и замерли. Вокруг них полыхал огонь, лед летал в разные стороны. Молнии были похожи на взбесившийся фейерверк. Акил сидел около Кости. Он превращался в камень вместе с ними. «Нет!» Я крикнул и потерял связь со льдом. Он закружил меня и госпожу, и мы отлетели. Высшая кричала Марго, что она должна нам помочь, но та с болью в глазах просто исчезла. Сбежала. Расхохотался Крампус. Как же это прекрасно. Она предала его. Ему будет больно. Он хохотал, словно эта боль приносила ему силы и могущество. Они оба погибнут. А теперь ты, мальчишка. И он направился ко мне. Я ждал хоть какой-то помощи от Высшей, но она помогла встать госпоже и удалилась вместе с ней. Офигеть, они просто ушли! Я был зол и разочарован и явно радовал черта. Да, мальчик, это не их дело. С ними я потом разберусь. Как и с твоими друзьями. Он сверкнул кинжалом и стал приближаться ко мне. Мгновение, и он был около меня, сверкая своими желтыми глазами. Я впал в панику. Но потом мне стало так обидно, и меня просто стало накрывать такой злостью. За что все это мне, Костя? Вообще, почему мы должны, а они просто уходят? Нет! Крикнул я и кинулся на Крампуса. Мир налетел на него следом. Хватая его за глотку, я чувствовал всю его огромную мощь стихий. Она не хотела мне поддаваться. Ты не сможешь меня победить, а твой друг почти камень. Он хрипло посмеялся. Я обернулся. Костя действительно почти полностью стал камнем. И в этот момент Крампус откинул меня, как котенка, а следом и Мира. Сопляк! Твоя энергия велика, но ты глупый и слабый. Он схватил меня когтями за горло, а второй клешней Мира за шкварник и откинул. Как будто он был все таким же маленьким. Мир улетел и стал тонуть в черной жиже. Я почувствовал боль, которая пронзила меня тут же. А теперь твоя очередь. Он поднял клинок и пронзил им меня. Резкая боль, но ему было мало. Он стал проворачивать его внутри меня, и я даже не мог закричать. Воздух словно закончился, и я начал цепенеть от ужасной боли. Яр! Как в тумане услышал голос Кости. Я не смог, Костя. Я прошептал и начал уходить куда-то. От имени Кости. Когда соединение меня и Диши закончилось, я не знал, как смог выжить. Ее сила боролась с моей очень сильно. Надеюсь, что она тоже скоро придет в себя. Я резко повернулся на крик, это был Яр. Крампус пронзил его клинком, словно он был просто игрушкой. Яр! Мои глаза защипало от слез, он же еще совсем мальчик, ребенок. Если кто и должен был тут умереть, то это должен был быть я. Я подбежал к Крампусу, разжигая в себе пламя жизни. Пора бы увековечить этого черта. Я нанес ему удар, он отлетел от Яра, парень просто свалился. Мир почти утонул. «Акил, восстань!» Я крикнул так, что все вокруг задрожало. Акил вышел из камня еще более здоровой, точнее огромадной черной псиной. Его клыки были острыми, а когти на лапах напоминали лезвие ножа. Он понесся напролом к Крампусу и вонзил в него свои зубы. Вам меня не победить! Этот черт издал противный вопль. «Тебе пиздец, уродец!» Я не шутил, я достал флакон и с мертвой водой облил им свою косу. Акил терзал черта клыками и рвал его когтями. Я приближался к нему так, словно он сам был адом и причиной всех моих бед, хотя именно он убил Яра. Я взмахнул огненной косой и стал резать ему горло. Он кричал и брыкался. А я медленно вел лезвием. Из его глотки песочилась чернота.
Из-за того, что он слабел, Мир стал выбираться. И увидев то, что Яр лежит с кинжалом в груди, словно обезумел. «Оставь его мне!» Мир стал раза в 2 больше. Он мягко ступал к Крампусу, и из его лап показались огромные когти. Он прыгнул на черта и стал драть его горло когтями, и огромными клыками он откусил ему голову. Все вокруг стало рушиться, но Мир продолжал разрывать его тело. Черная жижа, что начала растекаться повсюду, оставляла ожоги на нем, но он их не замечал. «Мир, нужно унести Яра! Мир!» Я попытался его остановить, но он обезумел от горя и боли. Я чувствовал его отчаяние. «Косточка, уноси Яра и Дишу, а я помогу Миру». Диша так и не вышла из камня, что сильно усложнило задачу. Исчезать или перемещаться я не мог, поэтому пришлось просто тащить ее и его на себе. Я лез с ними, боясь навредить, Яр хрипел в бреду. Он синел и становился все холоднее. Он умирал. Блять, я не смогу себя простить никогда. Я убью этих предателей и переверну все, если пацан умрет. Я полз, моя злость придавала мне сил. Выбравшись, я увидел, что мы в подвале школы, и я был тут не один. Вокруг меня стояло столько противных тварей, они шипели и пускали кислоту. Это пиздец. Я аккуратно положил Яра и поставил Дишу. «А вы тут, сука, откуда?» Их глаза были желтыми, как у черта, по их венам текла черная жидкость. «Убить!» Они тихим шепотом начали шипеть, словно я попал в яму со змеями. Создав купол вокруг Диши и Яра, я снова разогнал в себе огонь. Коса вспыхнула, и я приготовился. «Не сметь!» Крик Мира остановил меня. «Мир?» Они с Акилом подошли ко мне. «Убить всех!» Они шипели на нас. «Давай, Мир!» Акил оскалился, Мир тоже, а я словно их не узнавал. Они были так озлоблены, и я чувствовал их боль. Втроем мы кинулись на всех этих тварей. Удар за ударом, ранения, что причиняли боль, которая превращалась в дикую ярость. Мы мстили за все. За Яра, за его маму, за моих родителей. За то, что сколько всего было потеряно нами по чьей-то воле. Нам было больно и одиноко всегда. Но нас всегда пытались убить или предать. Нас не жалели. Мы для них были просто кусками мяса, которые вели на убой. Кто это решил за нас? Кто дал им такое право? Мы просто разносили все, и нам не становилось легче. А когда с нечистью было покончено, то мы без сил упали около Яра. Мои руки были в крови, но я не чувствовал боли. Костя. Я увидел снова ее, высшую. «Убирайся! Я уничтожу вас всех!» Костя, вот живая вода, она ему поможет. Я не могла вам помочь. Прости нас, но одна я не решаю ничего. Она оставила возле меня маленькую бутылочку и снова исчезла. Я подскочил и подбежал к Яру, парень был бледным и не дышал. Я вынул из него кинжал и сломал его, не знаю зачем, но видимо не зря. Оттуда вышла какая-то энергия и начала наполнять Ярослава. Парня подняло, и рана стала затягиваться. «Костя? Мир? Акил?» Он глядел на нас с каким-то страхом. «Яр!» Мы хором бросились его обнимать. «Напугал ты нас, парень!» Я потрепал его макушку. Яр, я так боялся, ты же... А потом... И вот... Мир не мог сказать, а просто прижался к нему. «С возвращением!» Акил тоже сел около парня. Мы рассказали ему все. Правда, и сами не знали, почему вышли именно тут, но это было уже вообще фиолетово. «Костя, а где Диша?» «Вот дебил, как я мог забыть?» Девушка так и была каменная. Мы пошли на то место, где встретили ее, но она не приходила в себя.
Прошло часов 8, мы все это время молча ждали. Костя, она не очнется. Позади нас показалась госпожа. Еще предатели пришли. Я шипел на нее. Прости, но иначе вы бы погибли все. Так как мы не имеем права мешать, но должны были дать вам шанс выплеснуть все свои силы. Адиша отдала всю свою жизнь тебе. Она исполнила долг. Голова госпожи опустилась, и она прошла рукой по камню. Диша, мы будем помнить тебя вечность. Ну нет. Я вскипел и вспомнил, что есть живая вода. Она Яру так и не понадобилась. Я подбежал к ней. Костя, она не вернется, дриады не оживают от этого. Я не сдамся. Я вылил всю воду на нее, камень начал трещать. Да. Ты не понимаешь, ты дал ей жизнь, но только ее телу, которое было изначально. Она стояла, а я не понимал, что значит изначально. Девушка вышла из камня и подбежала к ней, она скользнула по мне взглядом. Спасибо, Костя. Ее вздох был глубоким, но последним. Я аккуратно положил ее на землю. Слезы. Я ничего не видел из-за них. Она не должна была умирать. Ее тело стало исчезать на том самом месте, где я убил стихию, спасая Яра. Вокруг нее появилась зеленая трава, а потом она просто ушла. А там появились маленькие росточки дерева. Что это? Я был зол и растерян. Она вернулась в мир духов и теперь заняла место, которого достойна. Она получила покой, Костя. Сказав это, дриада исчезла. Косточка, она была хорошая и точно заслужила покой. Акил, как всегда, меня поддерживал. Все равно она была лучшая. Сказав это, я говорил правду. Что-то в ней меня зацепило, а еще я знал, что мои слова ранят ту, что стояла и пряталась во мгле вечера, но на нее было уже плевать. Мы побрели домой. Дед и Банни спали, а с ними и отец Яра, который потерял его. Нам пришлось все рассказать и ему. Он смог увидеть Мира и Акила, а потом попросил просто говорить обо всем. Оказывается, когда Яр умирал, ему стало плохо. Он почувствовал утрату. Я не знаю, что нас ждет дальше, но теперь мы будем готовы дать ответ даже высшим. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.